Привет, мои дорогие котики! Мы с вами сейчас сделаем такой расклад, что важно знать прямо сейчас. Это будет такое вот послание, но не от мертвых, а именно от оракула. И это у меня такой вот красивый красный ведьмовской оракул, девочки. Правда, он на английском языке, но я вам буду давать свою интерпретацию. Мы как-то уже гадали на этом и посмотрим. Ну что, давайте смотреть, что важно знать прямо сейчас. У нас 4 варианта будет. Первый вариант, что тебе надо знать прямо сейчас. Второй вариант, что тебе надо знать прямо сейчас. Третий вариант, что тебе надо знать прямо сейчас. Вот этот. И что тебе надо знать прямо сейчас. Четвертый. Выбирайте, пожалуйста, свою карту. И мы с вами глянем, что к чему, да как. Ну что, выбрали первый, второй, третий, четвертый вариант. Что тебе надо знать прямо сейчас? Итак, поехали. Я, девочки, как Гагарин. Первый вариант. Что тебе надо знать прямо сейчас? Смотри, будь осторожна. Тобой пытаются манипулировать. Тобой пытаются, знаешь, чужими руками жар загребать. Это карта, которая сулит тебе выяснение отношений с кем-то. Но что я тебе могу посоветовать здесь, да? Побольше, как говорится, ходи на цыпочках, сейчас подслушивай, узнавай, меньше говори, больше слушай. Если тебе хотят донести какую-то информацию, пусть доносят, да, то есть, но ты ни с кем ее не обсуждай, держи это все в себе и переваривай. Сейчас это очень важно, потому что по этой карте говорит о том, что тобой реально хотят манипулировать, тебя хотят в чем-то использовать. Возможно, денежно, возможно, душевно. А может быть, даже хотят, вот, чтобы ты что-то делала просто так, для кого-то. Поэтому, девочки, с вами хотят воспользоваться. И вот это очень важно знать прямо сейчас. Будь осторожна сейчас. Вообще, вот эта карта, она обозначает, переводится, да, она относится к оракулам, и ее основное значение – это скорбь, горе и печаль, да. Но очень важно, чтобы вот эти эмоции на тебя не легли, да, чтобы ты не чувствовала разочарования, чтобы ты не чувствовала, что тебя поимели, чтобы ты не чувствовала, что с тобой воспользовались, вот это какое-то горечь и отчаяние. Эта карта, ну, прям предупреждающая, что тебе надо вот прям быть сейчас максимально осторожной, потому что тебя реально могут обидеть люди своими какими-то дерзкими желаниями, да, возможно, воспользоваться тобой как просто добрым человеком. Вот такие дела. Это также может, девочки, говорить о том, что вам надо вот прям, может быть, побыть побольше дома или съездить на природу отдохнуть, да. Это говорит о том, что может быть истощена психика или она уже истощена, да. Здесь надо восстанавливаться и думать только о себе. Не думайте ни о ком больше, ни о ком, девочки. Ни о ком не думайте. Даже если на вас насели, и кто-то говорит: "Я помираю", там, или еще что-то, или "Давай мне, ты должна". Ты никому ничего не должна. Ты зашла в эту, серую карту, 50 оттенков серого, и ты имеешь полное право заниматься только собой и никем более, да. Будьте также осторожны в отношениях, потому что может произойти какой-то разрыв в отношениях. Поэтому, девочки, что я советую, да? Побольше молчать, мотать на ус, думать, а, не давать каких-то оценочных суждений никому, да. Пошли они все нафиг. Больше в какое-то уединение заходить, побольше отдыхать, побольше спать. Займитесь любимым делом. Вот мне недавно девочки пришли, короче, мне пришла бумага для акварели. Я хочу порисовать именно акварелью или какими-нибудь другими красками. Думала карандашами, но карандашами мне что-то не хочется. Вот хочется именно красками порисовать. Вы тоже порисуйте, отдохните, мои дорогие. Вот такой вот первый
вариант. Ну что, давайте посмотрим второе. Что важно знать прямо сейчас тебе? Что важно знать прямо сейчас тебе? Во-первых, ты на самом деле все сама давным-давно все знаешь. Это очень четкая карта именно вот по отношению к тебе. У тебя очень хорошо работает интуиция. Ты хорошо все соображаешь. И ты либо хранишь тайны, либо вот перед тобой сейчас стоит какая-то задача приоткрыть какие-то чужие тайны, которые тебе потом пригодятся, но не сплетничать, не вот ты открыла тайну и что-то сразу где-то кому-то расскажет, да, а сохранить это на какой-то период времени, чтобы эта тайна, да, раскрытая отлежалась, сохранить, которую потом ты можешь использовать, да. Тут нельзя смотреть на мир через розовые очки, да. Эта карта говорит о том, что у тебя даже как в темноте очень хорошо работает твоя интуиция, понимаешь? Прям даже в темноте у тебя третий глаз, он очень хорошо все видит. И тебе не надо смотреть ничьим зрением, не спрашивать ни у кого совета, а вот прислушиваться именно к себе, даже, я даже больше скажу, к своей темной стороне, потому что она у тебя очень крутая. Но что еще важно сейчас сделать? Сейчас желательно отгородиться от внешнего шума. Вот смотри, тут свеча, которую ты погасила. То есть тебе не надо сейчас лезть на амбразуру куда-то, да. Тебе не нужен вот этот внешний весь шум. Тебе надо выставить личные свои границы, защитить свой внутренний мир. И у тебя очень сильная черная твоя теневая сторона. Она очень сильная. То есть тут, скорее всего, ты черная ведьма, либо даже ведьма, да, и за тебя сейчас вот выступают темные. Они тебя берегут, они дают тебе такое, знаешь, дают тебе в помощь какую-то такую темную, вот скажем так, теневую плотность, которая рядом с тобой, она раскрывается по-особому по-ведьмовски. Вот как ей надо воспользоваться, понимаешь? Такие дела. Это, девочки, обозначает еще карта вот, Верховная Жрица, ведьма. Вот я больше скажу, что это вот прям ведьма. Ведьма, которая интуитивно знает все. И просто этой своей интуицией надо сейчас максимально пользоваться. Обращать внимание на знаки, голоса, сны. Скорее всего, тебе даже приснится какой-то сон. И это будет вещий сон, понимаешь? Вот такие дела. Эта карта переводится с английского языка как просто вот завеса, да, veil, завеса. И дело в том, что только вот этой завесой, вот как в театре на сцене, можешь шевелить этими кулисами только ты. И что ты будешь показывать, кто будет клоуном, кто будет зрителем, кто будет актером, какая будет последняя сцена, это все зависит только от тебя. У тебя очень серьезно и сильно сейчас работает твоя интуиция, и тебе надо пользоваться не логикой, а супер своей интуицией и теневой. И из такого еще, что ты можешь делать, так как у тебя сейчас черная магия в тебе очень хорошо работает, я тебе скажу, даже любое выпущенное твое слово, какой-нибудь заговор, даже легкий, типа твоей речи в тебе плечи, или там пожелание какого-нибудь, скажем так, проклятия своим врагам, оно очень сильно все будет работать, да. То есть, да, если ты занимаешься магией, займись вот сейчас подчищением хвостов, очищение, работа над врагами, ну вот что-нибудь такое вот все. Такие вот дела, мои дорогие девочки. Ну что, будем смотреть третью карту. Кто выбрал третью? Что важно знать прямо сейчас тебе? Elders. Старики, девочки. Но эта карта говорит о том, что сейчас очень важное, скажем так, влияние в твоей жизни на тебя оказывает именно род твой.
именно умершие, те, которые умерли уже. И вот я много раз говорю, что вот поддержка рода, поддержка рода для ведьмы – это все, что еще не пришло в этот мир или то, что с этого мира ушло. То есть некро, поддержка, твой род, все твои умершие, они на твоей стороне. Они знают, что ты права, ты все делаешь правильно. И в то же время все потомки, которые еще не пришли в этот мир, они тоже за тебя. И вот это твой ведьмовской род, понимаешь? Я бы сейчас тебе посоветовала не опираться ни в коем случае ни на родителей, ни на кого из живых. Там, потому что все живые, они все равно заняты своими какими-то интересами, а они у тебе вообще никакой силы не дадут, никакого решения вопросов и проблем. На тебя сейчас работает твой род, понимаешь? Что возможно знать еще прямо сейчас. Но это, девочки, еще такой вот момент может обозначать, что, возможно, кто-то уйдет или уже ушел в ближайшее вот, или это какие-то вести об уходе кого-то, да, плюс-минус 40 дней туда-сюда, да, вы можете об этом где-то узнать. Повлияет ли это на вас? Вот в плане эмоций нет. Вы слишком, э, вы слишком в магии, вы слишком эзотеричны для того, чтобы смотреть на этот мир обычными глазами обычного человека. Да? Эта карта, она Elders, это, девочки, не просто даже ваш ушедший род, да, это старейшины, предки, мудрецы. Дело в том, что сейчас вот вы можете прямо мешками, огромными лопатами черпать мудрость именно от ушедших или еще не родившихся. И это очень важно, потому что вы как раз вот что-то начинаете в своей жизни понимать, чего вы раньше не понимали. И вот и вы сейчас будете думать даже себе, что вы, нифига себе, я как-то стала мудрее. Что-то во мне такое произошло или происходит. У вас происходит такая трансформация, где встречаются уже ушедшие ваши родовые с еще не пришедшими вашими родовыми. И вот эта вот мудрость поколений, какие-то, знаете, это может даже доходить до каких-то голосов, вспышек какого-то сознания непонятного, да, каких-то видений из прошлой жизни или видений из будущей жизни. То есть у вас сейчас вот прям такая вот вокруг вас золотая эзотерическая мудрость, понимаете? Она просто вокруг вас. Это покровительство высших сил. Вас невозможно сглазить, вас невозможно обидеть, да, на вас невозможно повлиять. Никто из живых не может на вас ничего сделать. Никто из живых, девочки. Вот обратите внимание на свое состояние сейчас. Что это такое происходит с вами? Почему вы в таком суперресурсе? Да? Почему вы зашли сюда? Что вы делали? С чем это связано? А может быть, вы как-то специально это вызвали даже с помощью магии? Но что-то реально, что-то... Это какая-то такая не то, что трансформация вас, да? А в вас сейчас огромная мудрость. И эта мудрость вековая. И не всегда вот этими нейромедиаторами нашего обычного головного мозга, тепленького, да, можно все это переварить и объяснить обычным стандартным языком, на котором мы с вами говорим. Некоторые вещи, они просто необъяснимы. Просто необъяснимы. И вы будете их видеть. Я даже больше скажу, вы их видите. И вы их видите уже, наверное, все-таки не первое время. То есть это не сегодня случилось. Это уже происходит с вами, и оно будет происходить. Я вам даже больше скажу, оно будет происходить, девочки, интересно, да, до какого-то полнолуния. Да? То есть либо в ближайшее полнолуние, либо потом, 3 полнолуния. И вот потом вот это вот состояние может у вас уйти, но остаться какие-то воспоминания и какие-то проработки и выводы. И когда это все закончится, вот вы выйдете однажды на улицу и будете вот этот дымок, этот туман вспоминать, хоба, его и нету. Но в то же время вы будете очень супер спокойной,
не будет никакой тревожности у вас, да, у вас будет очень ясный взгляд. Единственное из минусов, вы можете подумать, что вы стали старше, и подходя к зеркалу, вы будете думать, что-то я где-то постарела или еще что-то. Нет, не бойтесь этого, принимайте себя такой, как вы есть, да. И вообще старости бояться в лес не ходить. Старости бояться на кладбище не ходить, да. Нет, а вы у нас относитесь к ведьмам, к мудрым ведьмам, к родовым ведьмам. Поэтому откиньте это все, знаете, а, бренное, мирское, бытовое. А, Вам надо вот как-то, знаете, все-таки творчески реализоваться, что-то в вас такое вот интересное есть, что-то с вас идет, вот, да, вот это какое-то сублимация какая-то, либо творчество, либо вашего дара, поэтому просто потихоньку развивайтесь, и все будет супер гуд. Вот такой вот третий вариант. Ну что, давайте посмотрим четвертый. Что важно знать прямо сейчас? И выпала Witch, ведьма. Что тебе, ведьма, надо знать прямо сейчас, если ты и так все знаешь? Ты все чувствуешь, у тебя все хорошо. Эта карта говорит о том, что у тебя все хорошо. Прям все, 100%. Единственный такой момент, вот ты сейчас, смотри, мы сейчас достали градусник, и на этом градуснике показывает твою температуру 36 и запятая, 66. 36,66. Это твоя температура тела. А вот, сейчас задумайся, как ты сейчас себя чувствуешь? Ты чувствуешь себя плохо или хорошо? У тебя приподнятое настроение или тебе как-то вот плоховато? Это все временно. Потому что вот если ты чувствуешь себя хорошо, при поднятом настроении, то я тебе скажу, ты очень хорошо себя чувствуешь, и ты живешь своей ведьмовской жизнью. Но если ты чувствуешь себя плохо, у тебя где-то депрессия, какие-то больки-вавки и все остальное, какие-то нелады, да, это говорит о том, что у тебя понижена вот либо самооценка, либо это вот внутренняя вера в себя, как в ведьму, она у тебя тоже вот как-то опала, и ты думаешь, все, я буду решать логическими путями, я буду пытаться зависеть от кого-то, я хочу, чтобы мне кто-то помогал жить и все остальное, в результате ничего там не получается, тебя все бесит, да, но ты выпала ведьмой. Ведьма, которой никто не может поломать метлу. Веник ее никто не может поломать. Это только ведьма сама может газлайтить сама себя. Понимаешь? И здесь вот, если ты в плохом расположении духа, это говорит о том, что ты ведьма, которая просто вот хочет она быть в плохом расположении духа. Хочет. Хочет. Для чего-то. Может, для чего-то ты хочешь это. Это, девочки, такой двоякий расклад здесь, да, двоякая карта выпала. Карта ведьмы. И эта женщина, ты, ты управляешь этой реальностью. Никто не управляет этой реальностью, только ты. Понимаешь? И если у тебя там что-то где-то не получается сейчас, и ты чувствуешь неудачи, либо плохое какое-то настроение. Это просто потому, что ты так думаешь, ты захотела так думать. Но это не есть твоя действительность, потому что твоя действительность – это witch, ведьмовство, вещество, понимаешь? Что тут можно сделать, девочки? Вот сейчас в этом оракуле очень классно. Вот мне он нравится, но знаете еще чем? Что здесь вот... Кто любит магию Вики из вас? Вы любите, девочки, магию Вики? Надо, кстати, вам дать вот некоторые такие ритуалы магические Вики, которые классно, хорошо работают, которые попробованы. И вот это как, знаете, на пианино сыграть какую-то такую увертюру, чтобы вот пальцы размять, скажем так, да. То есть вам надо сейчас позаниматься ритуалами, чтобы размять свои пальчики. И сделав даже любой ритуал, который вы захотите, вы сразу почувствуете себя лучше. Вы вернетесь в это свое ресурсное ведьмовское состояние. Поэтому, девочки, даже если у вас даже есть какие-то проблемы, знайте, что вы с ними справитесь.
Но вот эту вот проблему, даже, вы где-то позволили создать, понимаете? Вот и все. Но на самом деле это очень красивая, полоса, золотая полоса, для любой девушки идет, для любой девочки. Если вы занимаетесь своим здоровьем, вы выздоровеете. Вы сели сегодня на диету, похудеете. Вы бросили курить, вы не будете курить. Тут очень классный для вас вот расклад идет, очень хорошая, добрая карта. Что важно знать тебе прямо сейчас? Что у тебя все будет хорошо, моя ведьмочка. Все будет хорошо. Все как ты захочешь. Все, мои дорогие, вот такой вот был у нас небольшой расклад. Пока-пока.